Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На один из таких быстрых обзоров вы и попали. Код на данный ролик пишется на iPhone 13 Pro. И что я хочу сказать сразу, я купил его в первый день на старте продаж. С утра их практически все размели из магазинов, но на момент 10:30 они еще были. Поэтому я купил версию на 256 гигабайт. На нее сейчас и снимается, еще раз повторяю, вход. Микрофоны также идут и работают с iPhone 13 Pro. Здесь не так уж и громко. Шумы, я думаю, особо не мешают. Если брать стоимость, за эти деньги можно, как мне сказали, MacBook Pro купить без проблем. И, в принципе, у меня будет отношение к нему на протяжении всех 15-20 минут, что будет длиться ролик, из разряда посмотрите, что может сделать Samsung, посмотрите, что может сделать Huawei за те же деньги, и посмотрите, сколько у вас еще останется. Потому что, когда телефон стоит дороже 100 тысяч, хочется, чтобы он был меньше, чтобы у него были уже рамки, чтобы у него не была такая огромная челка, и чтобы он мог больше. А больше, чем остальные, к сожалению, яблоко уже не может. И это факт. Смотрим. Итак, распаковка. И первое, что бросается в глаза, так это то, что в отличие от прошлых упаковок от компании Apple, здесь нет упаковочной пленки. Вместо этого на тыльной части два стикера в верхней части и в нижней. Оформление упаковки минималистичное, все по стандарту. В комплект входит iPhone 13 Pro, кабель для зарядки с USB Type-C на Lightning, скрепка, один стикер с логотипом компании, руководство пользователей, все. Блока питания не положили и защитной пленки тоже нет. Запах клея есть и нехилый, что странно. Летим дальше. Поставляется данный девайс в разных вариантах цветов. Это серебристый, золотой, графитовый и небесно-голубой, который у меня на руках. И по моему мнению, он более серый, чем голубой, либо очень тусклый голубой. Размеры составляют 146 мм на 71 на 11 мм в ширину вместе с камерами и 7,9 мм без блока камер. А весит устройство бодрых 205 грамм, что несомненно много. В iPhone 13 Pro тыльная часть — это матовое стекло. Боковые грани выполнены из хирургической нержавеющей стали и очень маркие. И передняя часть закрыта керамическим экраном с олеофобным покрытием. Рамки здесь очень заметные, что я отнесу к минусам. В руке без чехла на любителя. Из-за острых граней более мужской вариант. Тыльная часть не особо маркая. На правой стороне iPhone 13 Pro одна лишь кнопка питания или блокировки. Верхняя грань не имеет никаких кнопок или разъемов, зато слева можно обнаружить слот для сим-карты, клавиши регулировки громкости и переключатель беззвучного режима. Разумеется, никакие карты памяти туда не запихать. В отличие от того же Huawei P50 Pro, куда можно запихивать память. На нижней грани имеется разъем Lightning к зарядке смартфона и передаче данных. К слову, сгрузить медиаматериал с него на компьютер дело не быстрое. Быстрее будет сгрузить по воздуху. Официальная защита от влаги здесь IP68, салазки прорезинены. Тест, как всегда, далее в ролике, так что смотрим до конца. Кнопки без особого люфта, в целом дизайн на уровне, но ничего с вау-эффектом мы не увидели. Блок камер выпирает и знатно. Без чехла однозначно это дело носить нельзя. Челку урезали немного, но она все еще есть. Девайс оснащен дисплеем на 6,1 дюйма Super Retina XDR OLED с технологией ProMotion и разрешением 2532 на 1170 точек. 460 пикселей на дюйм плотность, яркость до 1000 нит и пиковая до 1200 нит. Где 1500 нит от Samsung, правда? На солнце все отлично видно, бликов немного. Частота обновления экрана 120 Гц, HDR в настройках Dolby Vision, HDR10 и HLG. Технология True Tone на борту, но она меня не очень радует, если честно. Шим адекватный, даже в флагманских Samsung'ах он выше. Результаты вы видите на экране. Автояркость работает отлично, под разными углами тон картинки не изменяется. Мультитач берет, разумеется, на все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи только распознавания лица и введения пароля. Распознавание лица срабатывает стабильно, хорошо и быстро. Летим дальше. Чип A15, Bionic с 6 ядрами и 5-ядерный графический процессор. Операционная система iOS версии 15. Внутренней памяти доступна на выбор 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, бенды 7 и 20, разумеется, на борту, вибра отличная, Bluetooth древненький версии 5.0, NFC есть и Apple Pay тоже. Из навигации здесь GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou. Автономность при просмотре видео по Wi-Fi 20% заряда ушло за
за 1 час 20 минут и нагрелся смарт до 37 градусов. В асфальте 9 за 30 минут ушло всего, кстати, 4%, но он сбрасывал яркость. Яркость сбрасывается со 100% до 30% в асфальте 9 уже за 10 минут. Как только перестаешь играть, яркость автоматически в течение пары минут восстанавливается. В бенчмарке в сингл-коре 1742 балла, в мультикоре 4761. Если вспомнить, что показатель сингл-кора примерно как у Snapdragon 720G в мультикоре, становится странно печально. GPS отрабатывает отлично даже в помещениях. 3D Mark показал Wildlife 9743 балла, Wildlife Extreme 2937 баллов, Wildlife Stress Test 9743 балла, Wildlife Extreme Stress Test 3124 балла, Slingshot Extreme и Slingshot не проходят. Но здесь дело в программах, а не в телефоне. Данные Antutu — это 809 тысяч попугаев, Storage Test 30 тысяч баллов, Genshin Impact загрузила в этот раз уже за 35 секунд. При прошлых тестах быстрее минуты не получалось. 2 дня понадобилось телефону отработать. Играть комфортно, в основном. Фризы, разумеется, присутствуют, но только на максимальных настройках в Genshin. И то редко. Нагревается минимум до 42 градусов, хотя когда загружался клиент, телефон грелся до 47 градусов. Сброс яркости происходит иногда плавно, иногда резко. Через 5 минут игры яркость падает в 3 раза, и после этого постепенно иногда поднимается. Также смарт имеет защиту IP68 по стандарту IES 60529 и допускает погружение айфона в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. Как только я его купил, сразу же испытал в фонтане. Уведомлений не пришло о том, что вода попала внутрь корпуса, а вот заряжаться он потом отказался до тех пор, пока не просох. И от момента утопления до того, как он начал заряжаться, прошло около 3 часов. Новенький iPhone 13 Pro, и это, как всегда, акт ритуального самоубийства. Гидроудар, от них IP68 не защищает, но мы попробуем. Так, даже вода не хочет помогать нам мучить iPhone. Как раз вот пошла, родимая. И нет, он пока не предупреждает, что у нас все плохо, он просто реагирует. Все, помыли новенький iPhone 13 Pro. Я не думаю, что он умрет. Если умрет, я вам обязательно об этом сообщу. Он даже, кстати, не сообщает, что в него попала вода. Примерно так мы мучаем флагманы. Еще один момент — это если уж на то пошло, что вы разочаровались в айфоне после того, как приобрели его, то продать его за ту же сумму, которую вы купили, или хотя бы приближенно к ней, у вас уже не получится, так как ценник можно смело скидывать на 1020 минимум. Вот такой вот новый мир, учитывая, какие они цены устанавливают на айфоны. Но, возможно, кому-то и повезет. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 камер и защищен сапфировым стеклом. Сверхширокоугольная с углом обзора 120 градусов на 12 мегапикселей, телефото на 12 мегапикселей и широкоугольная на 12 мегапикселей. Ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR. Запись видео доступна с максимальным разрешением 4К 60 FPS и снимает она с определенным ограничением времени, об этом позже. Двойная оптическая стабилизация изображения в наличии. Фронталка тут 12 мегапикселей с технологией Deep Fusion и максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. При зумировании картинки в видеосъемке звук с микрофона меняется в худшую сторону, не знаю, с чем это связано, может быть, это аудиозум у них такой. Со светом основная камера работает не лучшим образом. Стабилизацию фронталки не фонтан, а вот у основной уже лучше. Что точно? Так если вам нужна красивая детальная картинка, покупаем камеру и наслаждаемся. Пример съемки видео и фотографий вы сейчас увидите. По камере рандом баланса белого, но уже на данный момент она одна из лучших, что я встречал. И это без допиливания. 4К 60 FPS, тест работы камер Huawei P50 Pro, iPhone 13 Pro и Mi Mix 4. Это основная камера, 4К 60 FPS, притом Mi Mix 4 может снимать в 8К, не со штатива, с рук, получается 3 телефона в 2 руках. И примерно стабилизацию вы можете сейчас оценить. Еще раз напоминаю, что синематика, вот этот супер режим кино в iPhone 13 Pro у нас только в 1080p 60 FPS. И, если честно, смысла в этом никакого. По поводу микрофонов, больше всего мне нравится, как Huawei P50 Pro пишет. Но вы сейчас это и так услышите. Я думаю, сможете для себя решить. По поводу стабильности и всего остального, на iPhone 12 очень много сравнений у меня уже с S21. И с чем еще хотите сравнение расширенное по видеосъемке, сделаем. Этот тест, пример работы, как работает синематика. И хочу отметить 2 основных момента. Момент номер 1.
это то, что ты только 1080p 60 fps, выше невозможно ставить. Второй момент, конечно же, обрабатывать все потом можно прямо на телефоне, это очень круто. И третий момент, то, что в принципе это дело использовать можно будет только для хоум-видео, потому что ну нереально с таким разрешением куда-то эпично выкладывать. Может быть еще окей для YouTube, но по факту Blur, вот это то, что вы видите, это не первые производители, которые смогли сделать Blur видео. Вспоминаем правильно BBK. Второй момент, до такой степени все сглаживается, что сказать, что это круто, ну нет. А микро, заметьте, хорошо отрабатывает, правильно? Маленький пример для тех, кто не знает, как происходит осень в Санкт-Петербурге. Вот так все. Пасмурно. Слегка громко, это X3. В целом неплохо. Мурино, дождливо и запись на ширик. На ширик, если записывать, снимает волшебно. Еще раз, кто не понял сравнение, которое было на лайв-канале с Samsung S21, я не пытался сказать, что Samsung лучше. Просто S21 при стоимости в 2 раза дешевле, в некоторых моментах лучше, это раз. И два, реально он не в 2 раза хуже. Однозначно. При том, что у него есть какие-то фишки. Это я перешел на X1, перехожу на ширик, перехожу на 1,5. То есть все происходит довольно плавно, в лучших традициях яблока. iPhone 13 Pro и вот такая картинка в 4К 60 FPS рядом с Мегой. Обнова уже прилетела. Если начинать с ширика, то максимум можно уйти на единичку, потом на тройку. И максимум будет у X3 1,5. То есть, проще говоря, у вас 3 единицы шага при съемке. То есть, либо вы начинаете с единицы и можете переключаться на ширик, либо вы начинаете с единички ширика и тогда сможете увеличивать в 1,5 раза картинку. В той же локации в X3 вот так выглядит Мега. Конечно, видео снимает даже при X3 яблоко очень-очень прилично. Очередной тест 4К 60 FPS, съемка с 2 рук. И это iPhone 13 Pro, при том, что я его практически только что купил, буквально часа 4 назад. Все обновления встали, телефон 2 раза специально перезагрузил. И теперь он благополучным образом должен показывать то, на что способен. 4К 60 FPS, моя любимая локация. И сейчас мы будем проверять автофокус. До этого мы проверяли автофокус у Mi Pad 6. Он был где-то с задержкой в 2 секунды. Как вы видите, iPhone 13 Pro это просто что-то волшебное в плане автофокуса вытворяет. Он молодец. Притом это мягко сказано. Ну что, радует, радует. Даже снимать здесь не хочется. Почему? Потому что так хорошо у него пока все получается. 4К 60 FPS, ночь, Мурино. Встал, увеличил X3. И даже в этих условиях обстановки со светом телефон великолепно дружит. Хороший iPhone. В ночной съемке меня он радует. Чуть не забыл добавить, меня он радует, когда его ни с кем не сравнивать. Допустим, с Huawei P50 Pro или OnePlus 9 Pro. Главное не сравнивать, правда? Сравнение фронтальных камер у Huawei P50 Pro и iPhone 13 Pro. Что бы я хотел добавить? Добавлять здесь нечего. Очень многие мне пишут про то, что после сравнения с Samsung S21, что у меня как-то не так пишет фронтальная камера, а по-настоящему она пишет намного лучше, но все относительно. Я вот смотрю тоже на картинку у Huawei, и мне она не особо нравится. Это с одной стороны. С другой стороны, на большом экране будет видно намного лучше, чем сейчас. Потому что, скажем, все точки над «и» встают, когда хотя бы дюймов 11 у дисплея, а никак не 5, не 6 и не 7. В целом по стабилизации сами видите, чтобы подольше подержать и получше увидеть. По поводу ночной съемки увидите в ролике и еще много примеров работы iPhone 13 Pro по камерам в ролике на канале Польза.нет Live. Так что смотрим там, кому этого не хватит. Тест iPhone 13 Pro, там, где он не должен появляться, это петербургское метро. Сейчас проезжает поезд, и вы примерно можете услышать, как хорошо работают микрофоны и шумодав данного смарта. И напоминаю, что лучшие микро пока по мне были у Huawei P50 Pro. Я не понимаю, как они там пишут.
но опять же на основную камеру, не на фронталку. Кто там говорил, что iPhone не желтит? Вот, пожалуйста, если не естественное освещение, ну вот черт его знает, как можно не заметить, что желтит и фронталка. 4К 60 FPS и традиционный тест iPhone на предмет того, как при изменении освещения, при большом эхе будет работать данный аппарат. Съемку веду на основную камеру, не на фронталку. Фронталку я уже тестировал и еще протестирую. Примеры вы увидите. Если вам примеров этих в этом ролике будет мало, напоминаю, что я делал сравнение с Samsung S21 вчера на канале для стримов, ролик на 20 минут. Там еще сравнение моря. И, кстати, я был все-таки добр к iPhone 13 Pro, потому что я сегодня и вчера пересмотрел все это. И я вам скажу, что в некоторых моментах он так фризит, что лучше Samsung с пикселями, чем вот это вот дело. Хотя все относительно. Мое любимое место. Почему? Потому что, как вы помните, в расширенном обзоре, если вы уже посмотрели, небо было абсолютно белое. И зато, когда у нас все темно, фронталка, получается, с основной камерой лучше справляется, потому что им неоткуда взять много света. Вот так примерно вас будут видеть собеседники, если вы будете писать с фронталки. Нравится она мне, нравится. Хороша. Не супер, но хороша. Мы же забываем про стоимость. Недостатки, о которых я говорил, и еще раз повторю. Габариты. Телефон толще всех флагманов 2021 года. Вес. Телефон тяжелее всех флагманов 2021 года. Сброс яркости в играх в 3 раза. Верю, что не исправят полностью, и это плохо. Рандомный баланс белого при съемке. Уверен, что это дело допилят, но не полностью. Бесполезный кинорежим. В 1080p он никому не нужен. Плюс он снимает так, что мылит все. Острые грани не всем зайдут. Медленная зарядка и медленный допотопный лайтнинг. Нет мини-джека, что неудивительно, но даже переходник не положили. Очень скудный комплект, рамки экрана и челка с бесполезной площадью экрана, как у смартов 2017 года, приличный ночной разряд, 4% за 6,5 часов, это слишком. Допилят, но не скоро. Да, за 6,5 часов ночью он сожрал у меня 4% заряда, это прям очень много. Адаптивными 120 Гц экрана управлять нельзя, и это не очень хорошо. Камеры выпирают так, что смарт уже на мыльницу больше похож, помните эти фотоаппаратики небольшие? А про мультизадачность я промолчу, как и про Bluetooth версии 5.0. Вы и так все поняли. И даже без упоминания ценника картинка в принципе радует. Но мы же с другой стороны платим за возможность использования системы, а не железкой. Это факт. У них лучшие и самые умные беспроводные наушники, лучшие часы, лучшие ноутбуки и планшеты, лично по моему мнению. Стоят ли их телефоны своих денег? Наверное, нет. Но опять же, здесь у каждого свой взгляд. Я рассказываю только то, что я вижу и относительно моего жизненного опыта. С другой стороны, если у вас все яблоко, то даже обзоры смотреть не нужно. Конечно, вам придется покупать их телефоны. Неважно за какие деньги и с какими косяками. И всем, кто думает, что я хейтер Apple, во-первых, iPad mini я купил и себе тоже, я его продавать не буду. И на M1 iPad, на который я не делал обзор, я юзаю и об этом вам рассказываю. Понятно, что у него в 10-й раз уже повторяю, чехол стоит так же, как Mi Pad 5, даже дороже чуть-чуть. 27 тысяч стоит чехол с клавиатурой на iPad, а Mi Pad 5 с российского склада стоит без распродаж 26 тысяч рублей. Вот и сравнивайте. И к чему это все? К тому, что яблоко это хорошо, но не все девайсы. Уши, часы, некоторые телефоны круто. Макбуки супер. Но по поводу телефонов мы должны все-таки понимать, что рынок имеет свойство изменяться. И премиум-сегмент дополняется другими девайсами, притом не хуже, чем у яблока. Так что не будем зомбарями и будем смотреть просто вокруг и выбирать, что лучше конкретно для нас. И резюмировать я хочу чем? Вот этот iPhone. Все, кто беспокоится, что я продаю телефоны, Huawei P40 Pro, P50 Pro, Poco F3, Realme Explorer Edition, разумеется, OnePlus 9T Pro, Mi Mix 4 и iPhone 11 Pro Max. Это еще не вся линейка, с чем бы я хотел этот телефон протестировать. Все мои претензии и все вопросы к данному смарту у меня были с той точки зрения, что айфоны выпускаются раз в год. Раз в год мы идем и платим по 1000-1500 долларов. Для чего? Для того, чтобы получить идеальный продукт. Неужели за этот год нельзя было ничего сделать идеально? Основной претензии у меня к данному аппарату было, есть и остается, это увеличение веса 205 граммов, это космос. Это рамки, потому что все,
что я держу в правой руке, даже то, что 2018 года, оно является более продвинутым в плане внешнего вида. Челка, черт с ним, но рамки, что они делают, я не понимаю. Следующий этап по поводу камер, толщина. Ну давайте дальше уже мыльницы продавать, но это перебор. Реально телефон выглядит мужским, чисто с внешней точки зрения. По поводу остальных вопросов и проблем, я знаю, что в Геншинге, учитывая, что он уже 2 раза подряд сбрасывает яркость через 5 минут и через 10 минут, это дело рано или поздно допилит. Я понимаю, что саморазряд ночью уменьшится там с 3-4% за 6 часов до 2 до 1%. Но это будет не сегодня, а сегодня вы пойдете и выложите 110-120 тысяч за вот этот недопиленный смартфон. Почему? Потому что, как мой 8-летний сын сказал правильно, я ему сказал, почему ты не играешь в iPad? Он же лучше, в нем играть удобнее, экран больше. Я говорю, iPad это тоже яблоко, но это же не iPhone. iPhone же дороже. Все аргументы, которые нужны 8-летнему ребенку. Я его понимаю, потому что основное, весь маркетинг мировой работает именно так. Почему? Потому что iPhone. Если у тебя меньше денег, потому что Xiaomi. Если ты какой-то странный Pixel или Huawei. У меня нет желания объяснять вам, что все смарты дороже 30-ки мной, наверное, в большинстве своем захейчены. Почему? Потому что телефон должен стоить $300. Все остальное, извините за грубость, это уже понты. Насколько они обоснованы, решать вам. Логично, что если вы достаете из кармана это, кладете на стол или пользуетесь этим, у вас сознание собственной значимости, плюс еще социальная значимость. Вы показываете, что вы можете потратить 100. Если вы это делаете из разряда «пошел и купил», это один вопрос. Если вы делаете это, планируете в кредит, лучше купите что-то старое из Samsung, которое я не люблю. S21 за 50. Если вы хотите полуфлагман, пожалуйста, OnePlus. Они тоже перегреваются, у них тоже проблемы, но стоят они 50, а не 110. Если вы странный, то покупайте себе Pixel 6 или Huawei по 50 Pro. Даже они дешевле. Но это все с одной стороны. С другой стороны, они сделали что-то лучше. Да, они завезли сюда 120 Гц. У них так и нет мини-джека. Они все еще оставили этот Lightning убогий. У них долгая зарядка. И все это постепенно где-то что-то будет допилено. Единственное, что не будет допилено, это съемка в помещениях без кольцевых ламп, без всего остального. Единственное, что не будет однозначно допилено, это перегрев, потому что они ничего нового все равно не придумали. Это размеры. И это вес в первую очередь. 205 граммов – это уже не флагман 21 года. Это 18, 19, 17 год. Но точно не сегодня. Все идут в уменьшение, все идут в улучшение. Даже процессор и техпроцесс уменьшается до 5 нанометров, окей. Но не размеры аппаратов. Аппараты становятся тоньше, легче и меньше. И это круто и мощнее. К чему это все? К тому, что яблоко – это круто. Цвет классный. Всем добра, сравнение пишем, с чем бы вы хотели из этого всего. Сегодня вы увидели с Huawei P50 Pro и Mi Mix 4 сравнение работы камеры. И насчет того, что кто видит фото и видео, ну, друзья, все это относительно. То есть у меня опыт 4 лет съемок обзоров на телефоны. В течение, кстати, уже практически 1000 роликов, наверное, даже больше, учитывая, сколько я удалял. У вас другой опыт. Вы, может быть, на оператора учились, у вас супер откалиброванный монитор, и вы можете это дело сравнить с зеркалкой. И ответьте себе и мне только честно, неужели это снимает так же, как зеркалка хотя бы? Еще раз, спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, пишите, с чем бы хотели сравнить, чтобы мне еще купить. Добра и удачи вам, дорогие друзья!